Всем привет! Сейчас я хочу продемонстрировать вам Huawei P-Smart Z. Экран с тончайшими рамками, без каких-либо вырезов и отверстий. И самое главное, выдвигающаяся фронталка. Все это можно будет купить за вменяемый прайс в районе $300. Что ж, фишка с камерой интересная, и может даже у нее есть будущее. Аида сразу же сказала мне о том, что P-Smart Z это фаблет. И таки да, смартфон большой. В диагонали он 6,59 дюйма. Соотношение сторон 19,5 к 9. Тем не менее, как там говорят в промо-роликах, экспириенс крутой, потому что с таким безграничным дисплеем играть в игры и смотреть видео одно удовольствие. Так как нет капли и дырки, все идеально растягивается на весь экран, без черных полос. Подбородок, ну, совсем уж маленький. Когда я ночью смотрела YouTube, я вообще не могла понять, где нижняя часть смартфона, а где верхняя. Матрица LTPS ничего нового, а плотность пикселей здесь 391 ppi. Запас яркости у смартфона, по моим ощущениям, хороший. Одной из отличительных особенностей P-Smart Z выступает дизайн. Излишне бросающегося в глаза градиента, слава богу, нет, но это имха. Задняя панель отдает глубоким мерцанием, а переливы тут в двух тонах одного цвета. В данном случае темно-зеленого. Цвет интересный и пока еще не баян. Продаваться будет еще черный и похожий синий. Обратите внимание, полоска, разделяющая заднюю крышку, не вертикальная, как у большинства смартфонов Huawei и Honor, а горизонтальная. Нижняя часть якобы глянцевая, а верхняя матовая. Но как по мне, тут с какой стороны посмотреть. Просто каждая из частей под разным углом преломляет цвет. Вот и все. Общее впечатление: стильно, элегантно и необычно. Как-то так. Материалы корпуса зачетные, стекло и металл. Пластик не проканал бы для такой продвинутой модели. По весу, кстати, смартфон тоже не маленький, 197 грамм, так что утонченностью тут и не пахнет. Учитывая габариты P-Smart Z, сканер отпечатка можно было бы поднять и повыше, мне неудобно опускать палец. И срабатывает он, как для смартфона 2019 года, долго. Сканера лица нет, здесь камера не выезжает дополнительно для снятия блокировки, как в Xiaomi Mi 9T. Но так она экономит свой ресурс, и учитывая это, лучше юзать разблокировку пальцем, мне кажется. Самый сок кроется в съемке селфи. В погоне за лидерством на рынке известные бренды уже сегодня внедряют действительно интересные фишки в смартфоны среднего сегмента. И это здорово, мы с вами только в плюсе. Фронтальная камера P-Smart Z выезжает именно при выборе режима съемки селфи в приложении «Камера». Делает это громко и неспешно, но уверенно и устойчиво. При выезде под конец слышен щелчок, будто это квадратное окошко фиксируется. Производитель утверждает, что конструкция выдерживает до 12 кг веса и может туда-сюда парковаться около 100 тысяч раз. Я тут провела свои скромные подсчеты, и если использовать фронталку раз так 25 за день, в общем, то ее хватит на 10 лет. Смартфоны мы меняем намного чаще, поэтому новости хорошие. И все же меня смущает попадание пыли и разных частиц в то отверстие, откуда выезжает камера. Ну, тут, наверное, надо будет проводить какую-то чистку, не знаю. Возможности фронталки вы видите сейчас на экране. 16 мегапикселей со светосилой f2.0 выдают достаточно годные фоточки. Динамический диапазон, цветовой охват, вот это вот все находится на нормальном уровне. Мне немного не хватает только детализации. Но это не то, что прямо большой пробел смартфона среди конкурентов. Нет, просто и ожидания к нему были выше, раз уж камеру тут пилили по-другому. Основных модуля 2. Снова на 16 мегапикселей со светосилой f1.8 и на 2 мегапикселя с апертурой f2.4 для съемки портретов. Обошлись без широкоугольника. Первый оснащен 6 линзами для улучшения фотовозможностей. И таки да, камера правда хорошая. Сочно, ярко, контрастно. Детали видны неплохо. Вот смотрите, запечатлев всю эту картинку, я хотела разглядеть на фото людей на байдарках. В итоге так и получилось, очертания хорошо заметны. Мыло появляется в ночном режиме, когда света не так много и включается 4-секундная выдержка. С обилием искусственных источников освещения поздно вечером камера все же апгрейдит картинку, если включить Night Mode. А вот фронталка в этом вопросе радует больше. При плохом освещении включается подсветка на экране. Рассеянный свет мягко подсвечивает лицо и селфи удаются. Что меня бесит в разрезе основной камеры, так это то, что при активации искусственного интеллекта, который насчитывает 500 сцен, улучшает фотки, бла-бла-бла, доступна съемка только при 8 мегапикселях, 16 резко исчезают. Почему фронтальная камера все равно снимает 16? Что с этим миром не так? Ну и еще один очевидный минус. Отсутствие цифрового 100
слабо где-либо. Оптического, понятное дело, и не ожидалось. Я была уже согласна и на желейку, лишь бы все не так тряслось. Но нет. В остальном конфигурация PSmart Z мне нравится. Разъем Type-C, NFC, связка 4,64 гигабайта и неплохая производительность. Под последний я подразумеваю процессор HiSilicon Kirin 710F и графический чип Mali G51MP4. Ускоряет игры GPU Turbo 2.0. Показатели в синтетических тестах средние. В Antutu PSmart Z выдал почти 130 тысяч очков, в Geekbench 5000 в мультиядерном режиме и 1500 в одноядерном. Общая оценка 3D Mark 848 очков. Ну, такое, похвастаться нечем. Но, по всей видимости, система охлаждения в PSmart Z неплохая. Я по одному часику играла в Asphalt 9 и PUBG. Смартфон не перегрелся и был еле теплым. На средних настройках графики производительность не особо скакала. FPS проседает слабо и играть вообще не мешает. Вот результаты CPU Throttling Test после Асфальта и после PUBG. Но про повседневные задачи я говорить ничего не буду. И так понятно, что проблем никаких не возникнет. Еще один большущий плюс PSmart Z — это батарея на 4000 мАч. Каким был мой опыт за один день? Я много фоткала, снимала видео, посидела в инсте, час играла в Асфальт, 3-4 катки в PUBG, загрузила пару-тройку видео в YouTube, немного поэксплуатировала Google Chrome, ну и загрузила пару приложений и игр. Мне кажется, такой сценарий можно назвать очень активным использованием. При этом уровень заряда опустился до 30%. Но его хватило бы еще на половину следующего дня. В общей сумме получилось 1,5. Если жить в более щадящем режиме, уверенно получится юзать смартфон и 2 дня. Заряжать только быстро не получится, поддержки такой функции нет. Звук выводится посредством одного динамика, расположенного справа от Type-C. Получается достаточно громко, без противного эха и искажений. Слева размещен мини-джек, а в стандартную комплектацию положили и наушники. Ну, вроде бы обо всем вам рассказала. Несмотря на некоторые изъяны в виде неудобного сканера и маленьких косяков с камерой, PSmart Z мне понравился. Здесь стандартный набор для человека со стандартными потребностями в 2019 году. Бездонный экран, хорошая сборка и материалы, нормальная производительность, NFC, неплохие фотовозможности и долгоиграющая батарея. Как я уже сказала в начале, за этого красавчика просят что-то около $300. Пишите в комментариях, как вам девайс и кому, по-вашему, он составит конкуренцию в этом ценовом сегменте. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Смотрите также наш топ смартфонов до $350 и обзор Honor 10i. Пока!